Всех приветствую! Сегодня начинаем серию гайдов по игре Diepo. Я думаю, многие из вас ее знают, многие из вас видели ее несколько лет назад. Она очень сильно хайповала на Ютубе, в браузере, как раз во времена популярности Агарио была популярна и Diepo. В данный момент она немного потеряла всю свою популярность, но в нее все еще играют люди, она многим нравится, у нее есть активная комьюнити на Reddit, в Дискорде, на Вике, и люди продолжают за ней следить, потому что в ней выходит обновление. К счастью, новая студия Addicting Games, о которой мы поговорим чуть позже, она выкупила эту игру. Давайте начнем тогда с истории. Как гласит Вики, игра была создана в 2016 году бразильским разработчиком Матеосом Валадеросом. За мобильную версию Диепки отвечала студия Miniclip, а браузерную позже выкупила компания Addicting Games, о которой я и говорил. Она владеет ей по сей день и продолжает выпускать обновления. Я думаю, именно благодаря этой компании игра до сих пор жива и развивается. Давайте сейчас посмотрим на интерфейс, прежде чем разбирать все игровые механики, а их здесь, поверьте, достаточно много. Игра достаточно глубока, и в ней есть о чем рассказать, есть о чем поделиться. Но в данный момент давайте разберем интерфейс. Итак, начнем с левого верхнего угла. Здесь мы видим наш аккаунт. У кого-то, скорее всего, у вас его не будет, если вы только недавно зашли в игру. В целом, не то чтобы он сильно нужен, но если вы планируете задерживаться в игре подольше, то я советую вам его создать, потому что вы сможете добавлять друзей, смотреть, где они играют, подключаться к ним. Также вы сможете во время игры, давайте зайдем сейчас, например, в Maze. Во время игры, если вы нажмете клавишу Tab, то вы увидите вот такой список игроков. Здесь можно зарепортить игрока, подписаться на него, и, соответственно, таким образом формируется список друзей. Пока что он здесь недоработанный, его ввели не так давно, и он особо в данный момент не проработан. Но он постепенно будет развиваться, но на будущее я предлагаю вам все-таки создать аккаунт. Это несложно, это делается там за пару мгновений, просто указываете почту и так далее. И я думаю, вы разберетесь. Далее у нас идут игровые моды и регионы. Если вы игроки из России и стран, европейских стран, то бишь Украины, Белоруссии и даже, я думаю, западной части Казахстана, то вы смело можете ставить регион Франкфурт. Этот регион самый близкий к европейской части, соответственно, мы можем здесь увидеть немецкий флаг, и я думаю, вы понимаете, что это ближе всего находится по сравнению с остальными. Поэтому, если хотите наиболее стабильный пинг, наиболее хорошее подключение к серверу, то обязательно ставьте Франкфурт. Ну и основная база игроков, основные скиллы, основные интересные игроки, основной комьюнити содержится именно на сервере Франкфурт. Вот. Далее идут игровые моды. Игровые моды, здесь их насчитывается 6 штук. Поговорим про каждый отдельно. FFA, соответственно, это классика. В ней нет стен, это просто карта квадратной формы. Соответственно, вот так она выглядит. Здесь нет стен, центр, все стабильно. Вы играете, вы сражаетесь. В целом она не особо отличается от того же Мейза, за исключением того, что здесь, опять же, нет стен. Two Teams. Достаточно простой, достаточно интересный режим, но с простой задумкой. К слову, да, сейчас проходили проверку на ботов. Здесь есть защита от ботов, потому что в свое время в Диепке это была большая проблема. Были фермы ботов целые, которые заходили на сервера и кошмарили там всех игроков. Это было не очень приятно, но сейчас, к счастью, от этого избавились. По крайней мере, я не видел. Далее это Two Teams. Соответственно, красная и синяя команда. Их 2 штуки. К слову говоря, хотел бы еще кое-что сказать. Вы, когда зайдете в игру, у вас все будет выглядеть вот так.
Текстуры, которые стоят у меня, это специальный мод, и я думаю, я в будущем покажу, как их устанавливать, там ничего сложного нет. Вот, у меня диепка настроена по таким цветам, мне лично они просто больше нравятся, это выглядит комфортнее. Соответственно, вот таким образом. Давайте сейчас быстренько как-нибудь умрем. Two Teams просто игроки из разных команд сражаются друг с другом. Все, что могу сказать об этом режиме, что не советую подходить слишком близко к стороне соперника, потому что вас убьют дроны, которые находятся на его территории. Это сделано ради баланса, чтобы команду не могли прям зажать к базе и не выпускать оттуда. 4 Teams это то же самое, что и Two Teams, только там 4 команды. Они расположены маленькими квадратиками по углам карты. Достаточно тоже динамичный режим, в него очень многие играют, но это на ваше усмотрение. Мне больше всего нравится режим Maze, о нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Mothership. Mothership это недавний режим, который... Он уже существовал раньше в DPO. Есть такой танк, он также называется Mothership. Я попробую даже вот его найти, у нас есть указатель. Давайте попробуем дойти до него. Это вы можете погуглить, если что, это старый, достаточно уже известный танк. Он имеет круглую форму, но мне кажется, проще, конечно, показать. Даже не знаю, где у нас тут... Я лучше до своего Mothership дойду, потому что это, ну, просто проще. Так. Ясно. Вот у меня сейчас проблемы будут с этим. Не думаю, что, конечно, вас сильно волнует, как он выглядит, но суть этого режима в том, что вам нужно убить вражеский Mothership и защищать свой. Это что-то по типу Джиггернаута. Вот, кстати, мы уже приблизились. Вот он. Вот есть танк Mothership. Большой такой огромный танчик со своими дронами. И опять же суть в том, чтобы убить вражеский танк Mothership. Ничего особо сложного. В целом это как защита вагонетки в Overwatch или тот же Джиггернаут, как я и сказал. Достаточно тоже интересный режим, хотя я в него особо не играл. И самый мой любимый режим — это режим Maze, то бишь лабиринт. Суть в том, что это FFA, но со стенами. Если вы посмотрите справа снизу, то у вас на миникарте изображены стены. Вот эти вот полосочки черные — это стены, и, соответственно, геймплей здесь намного разнообразнее, чем в остальных режимах, просто потому что... Так, ладно, убьюсь. Просто потому что здесь есть преграда. Соответственно, если тебя, например, зажимают вдвоем, ты можешь как-нибудь помансить между стенами, что-то там поделать, и уже у тебя будет... Либо ты спасешься, либо ты вообще обретешь преимущество и сможешь победить в битве. Соответственно, я советую играть на этом режиме, потому что в целом основное комьюнити, основная база всех игроков содержится на двух режимах. Это FFA и это Maze. Но единственное, что могу сказать, что в режиме Maze сидят наиболее скилловые игроки. То есть, если вы зайдете в FFA, то там 90% игроков будут новичками, которые абсолютно не умеют играть. И если вы хотите как-то развиваться, как-то вот понимать механики игры, осваивать их, то я советую играть в Maze. Я в свое время достаточно много задротил этот режим, и сейчас уже в разы лучше играю. Далее идет Sandbox. Sandbox — это одиночный режим с таким небольшим квадратиком. Здесь вы можете просто экспериментировать, играть со своими друзьями. Если вы хотите играть с друзьями, то вам нужно скопировать вот эту ссылочку в правом верхнем углу и поделиться с ними. И они смогут присоединиться к вашему серверу. На Sandbox действует несколько горячих клавиш. Во-первых, это английская K. Она дает вам бесплатный опыт, вам не нужно ничего добывать. Вторая клавиша — это Slash. Она переключает танки.
вы ее нажимаете, она автоматически переключает разные танки, вы можете ими становиться. Есть клавиша О, она вас убивает, и есть клавиша... так. А вот сейчас... вот. Клавиша Ж, русская Ж, или двоеточие, как удобней. Она включает God-мод, если вам это понадобится. Если вы хотите стать бессмертными, то вот таким образом он включается. Вот, в целом про все режимы я рассказал. Далее у нас, я думаю, здесь объяснять не стоит. Это ваш ник, вы просто вводите сюда ник, как вы хотите, и нажимаете play. Перед этим предварительно выбрав режим и сервер. Далее есть саппорт, здесь, соответственно, политика конфиденциальности, поддержка, сайт разрабов. Ну, в целом, я думаю, вам это не понадобится. Далее, настройки. Retina Resolution. Если вы играете с Mac, то вам эта настройка поможет, я советую ее включать. Но если у вас компьютер на Windows или вы вообще зашли с какого-то другого устройства, то можете об этом не беспокоиться. Если у вас не Retina экран, то забейте. UI Scaling, это, соответственно, вот так вот. Я думаю, понятно, что это. Changelog. Changelog — это просто changelog разработчиков. Они здесь выкладывают описание всех обновлений в игре. Можете почитать, если вам это интересно. Так. Далее EO Games. Ну, это, я думаю, сами можете посмотреть. Мерч. Да, у этой игры есть мерч. Честно говоря, я к нему достаточно скептически отношусь. Но если вы хотите поддержать разработчиков и прикупить себе что-то от любимой игры, то в целом почему бы и нет. Вот здесь такой магазин. Это, может быть, кому-то будет интересно. YouTube. Это Patreon, по-моему, да? Нет, это Вики. Извиняюсь, я перепутал. Discord и Reddit, соответственно. И на этом все. В целом, больше в интерфейсе никаких вещей нету. Достаточно простенький интерфейс, но ничего другого ждать и не стоило. Ну что ж, первая серия подходит к концу. Дальше, если это обретет какую-то хотя бы минимальную известность, популярность, то я буду дальше снимать видео по этой игре. У меня в планах показать вам механики, показать вам, как играть, какие танки есть, всю игру на всех танках, показать и рассказать много всего про прокачку и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас все, что я могу попросить, это подписываться на канал, ставить лайки. И если я увижу, что есть спрос, то будет и предложение. Всем еще раз спасибо. Всем пока.